Привет, ты на канале Мира Ашер. Здесь мы вяжем интересные и необычные вещи. Обычно подписчики высылают мне фотографию той вещи, на которую хотят мастер-класс, и я его делаю. Но в этот раз я сделала мастер-класс по своей собственной идее, что я очень люблю. Итак, та-дам! У нас получилась такая сумка. Она со всех сторон абсолютно разных цветов. Она достаточно вместительная. Это первая большая сумка, которую я вязала. Идеально, мне кажется, она была бы летом, чтобы ходить с ней на пляж. Но скоро зима, я понимаю, но отпуск, все дела. Возможно, также летом, если вы живете где-то в теплых странах, в ней можно ходить на спорт. В общем, она удобная, большая. Ноутбук, все что угодно сюда тоже поместится. Огонь огненный. Начинаем. Нам понадобится 5 мотков пряжи, 4 для самой сумки, это для ее стенок, да, цвета ты будешь сама комбинировать. И 5-й моток пряжи для дна и для обвязки самой сумки. Иголка с большим ушком, ножницы, крючок номер 12 и схема. Я прикреплю, наверное, схему потом получше, а может и не прикреплю. Короче, можешь сделать здесь скрин сейчас. Один мы свяжем вместе, а дальше просто уже будешь смотреть на эту картинку и вязать. Ну что, погнали. Что мы делаем? Мы берем, значит, сначала... сейчас я посмотрю, каким я цветом собиралась вязать. Тут голубое сердечко, синее. Значит, я беру отсюда 2 нитки. Одну нитку вытаскиваю из середины, вторую нитку из самого мотка. Я бы хотела вытащить, да. Обязательно мы их растягиваем. Трикотажная пряжа тянется сильно, особенно если мы вяжем из 2 ниток, и чтобы у нас самого мотка хватило на большее количество. Но иногда, кстати, вязание не требует растягивания, если вы хотите, чтобы у вас что-то такое мягкое было и тянущееся. В общем, мы делаем узел обычный, просто обмотали, вытащили. Это не первая петля, это петля 0 в любом вязании, когда бы, что бы мы ни вязали, она не считается. Засовываем в нее крючок и набираем 15 воздушных петель. Просто вот взяли, протащили. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Набрали. Теперь нам нужно вязать сейчас будет в обратную сторону. Просто развернуться резко мы не можем, да, вот так вот. Нам нужно набрать стеночку, ну, нашу боковую петлю. Точно так же набираем 16-ю петлю. Теперь у нас вот она на крючке, да, вот эта штучка. Вот наша первая петля, галочка, видите, из которой вот это выходит. Мы их не трогаем. И вот следующая галочка, из которой у нас ничего не выходит. В эту следующую галочку, в нее мы засовываем крючок, подхватываем нашу ниточку, вытащили. Теперь мы опять подхватили нашу ниточку и просунули через 2 уже вот эти. Заново смотреть не надо. Теперь все оставшееся вязание мы будем делать только это. Больше ничего у нас происходить не будет. Следующая галочка, вот следующая, мы в нее засовываем крючок, подхватываем, вытаскиваем через 2. Следующая галочка, крючок, вытащили через 2. Делаем до конца, у нас должно получиться ровно 15 раз. Если смотреть на наш рисунок, то первый ряд, вот он идет, и в первом ряду у нас никакого цвета не добавляется. Просто вяжем обычно до конца весь первый ряд. Собственно, включаем какой-нибудь сериальчик и погнали. Я, кстати, решила снимать влог про то вообще, что происходит, что остается за кадром. Но за кадром, наверное, ничего не остается. Я сижу, вяжу. Но не знаю, что получится. В общем, вы можете его посмотреть, оценить, написать комментарий, сказать, ага, как классно, все дела. Ладно, давайте вязать. Интересно, вам слышно, как у меня там гавкает собака? Мне вот слышно.
вяжем, вяжем. Сейчас я вам покажу, как там в конце что делать, как обратно развернуться. Но в целом, если вы вязали мои сумки, то здесь уже все понятно. Вам сейчас надо дождаться сердечка, мы вместе его начнем вязать, вы поймете, что там делать. И уже как профессионал своего дела будете вязать сами. Вот наша последняя петля узелочком. Мы в нее провязываем. Сам узелок мы не трогаем, там ничего не развязываем, не выковыриваем, не находим еще потайную петлю какую-то. Вот, остался наш узелок. Дальше мы разворачиваем вязание. Вот мы развернулись. Теперь мы будем вязать второй ряд. На втором ряду у нас тоже видно, вот второй ряд, и вот вообще тут ничего не происходит. Тоже вяжем просто. Нам нужно сделать петлю подъема, ну, чтобы вот мы на этаж на следующий, да, перешли с вами. Мы просто вот просунули. Все, мы на втором этаже. Вот следующая дырочка, прям сразу, вот наши петельки все, и вот прям первая дырка, больше тут ничего ближе не происходит. В нее. И как мы вязали, точно так же мы вяжем еще один этаж. Еще один ряд. У нас должно быть 15 таких петель. Давайте мы вяжем до конца. И в конце с вами встречаемся. И уже на третьем ряду у нас начинается наше сердечко формироваться. Смотрите, покажу вам вот последняя петля, как провязывается. Видите, мы вяжем, когда у нас есть такие пумпырышки, да, вот здесь вот. И последняя петля, она вот здесь вот. То есть одна пумпырышка, последняя самая пумпырышка, и между ними это последняя петля. Сейчас. То есть вы когда ее провязали, там дальше не надо ничего тут как-то отковырнуть, куда-то еще провязать. В общем, все, это последнее. Разворачиваемся. У нас третий ряд. На этом ряду мы будем добавлять. Переходим на следующий этаж. Да? Давайте одну еще провяжем. Одну мы провязали. Это один у нас. Смотрите, это у нас лицевая сторона будет, потому что... Ой, изнаночная. А вот это лицевая, потому что тут рисунок как-то четче виден. Видите, такой штучкой, да? Ну вот, раз-раз, и между ними перекладинки, да? А здесь не так. То есть это оставим изнанкой. Вот у нас первый цвет здесь добавляется. Первая галочка цвета. Я тут уже пометила, нам нужно 7 провязать. Цвет будет, и потом опять 7 провязать. Один у нас есть. Вяжем. 2. 3. 4. 5. 6. И смотрите. Сейчас подтяну. Это как в кино. И смотрите, и самый главный момент, начинается реклама. 7. Вот. И вот на этом 7 останавливается. Мы не провязываем верхушку. 7 закончилось вот здесь. Берем следующий цвет. Подтягиваем. Это у нас изнанка, значит, ниточки у нас остаются здесь. Мы взяли этот цвет. И сейчас мы им провязываем не той синей ниткой, а этим цветом мы провязываем вот эту верхушку. Так, это мы закончили 7-ю там. Так, дальше, смотрите. Синюю нитку, заднюю, мы перекидываем сюда наперед. Берем голубую. Вытащили. Дальше. Голубую нитку. Точнее, даже не так. Синюю сначала мы вот сюда убираем, а голубую, наоборот, вот сюда меняем. Это важно, чтобы сзади у нас рисунок нормальный остался. И дальше мы вяжем 7 раз синий. Сейчас все это подтянем. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Вот, и напереди у нас голубая галочка такая. Дальше, следующий ряд, 4. В 4 ряду мы вяжем 6, потом 3 голубым цветом и опять 6. Один. 2. 3. 4. 5. На 6 мы крышку не провязываем. Вот 6. Синяя у вас остается сзади. Она вот, знаете, как будто лежит вдоль. Вот сейчас вот сюда ее надо положить вдоль. Чуть-чуть сзади, да, вот так вот, просто вдоль. И мы ее провязываем вместе с голубой. Короче, смотрите, мы ее будем провязывать. Голубой мы сейчас берем, провязываем крышку вот здесь. Синюю подтягиваем. И синяя остается лежать вот вдоль нашей линии. Дальше мы вяжем 3 голубых. 1. Следующая. Сейчас ее затяну. Следующая. 2. Синяя вот лежит. И следующая 3. 3, но верхушка не провязывается. Верхушка у нас уже синяя. На 3. Давайте довяжем до конца, потом все подтянем. И 6 у нас здесь. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Если вы где-то здесь не понимаете, как я цвета меняю, почему куда-то что-то перекладываю, потом будет это все, ну, в следующем каком-нибудь ряду лучше будет видно. Здесь дырка, потому что я сильно просто что-то перетянула. Я расслаблю ниточки вокруг, и все станет ровно. Оно так не должно выглядеть. В общем, ладно, дальше повяжу и расслаблю. В следующем ряду мы вяжем 5, потом 5 голубым и опять 5. Поднимаемся и провязываем 5. 1. 2. 3. 4. 5. И 5-ю мы не закрываем. Мы вот эту голубую, вот эту синюю переносим через эту вот сюда. Кладем и будем ее провязывать вдоль всего этого 5 раз. Нашу голубую берем так, чтобы синяя у нас оставалась там, внутри нее. Подхватываем. Это мы ту 5-ю закрыли. И дальше вот следующая дырочка. 1. Следующая. 2. Синий у нас остается вон там внутри лежать. Следующая дырочка. 3. 4. Это 5. Голубую мы переворачиваем сюда наизнанку.
И провязываем дальше 5 синих. Закрываем эту. И вяжем 5. 1. 2. 3. 4. 5. Следующий ряд, это у нас 6-й ряд. Получается, мы вяжем 4, 7, 4. Поднялись. 1, 2, 3. Синюю мы кладем вдоль. Берем сзади голубую. Крышечку делаем. И синяя у нас вдоль лежит, мы ее провязываем. И вяжем 7 голубых. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Это 7-я. Вот так оставляем. Голубой оставляем там. Мы наперед перекидываем только тогда, когда с этой стороны изнанка. То есть они всегда на изнанке у нас остаются. Берем синюю. И вяжем 4. 1. 2. 3. 4. Дальше. Следующий ряд у нас 7-й. Мы вяжем 3, 9 и 3. Разворачиваем. Поднимаемся. 1. 2. 3. Здесь мы останавливаемся. Через середину перекидываем синюю. Кладем ее вдоль. Берем нашу голубую. И вяжем 9 раз. Это наша стеночка. Следующая галочка. Вот. Один. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Голубую перекидываем наизнанку. Синий делаем перекладину. Провязываем 3 раза. 1, 2,
3. Мы на 8 ряду провязываем 2, 11 и 2. Подъем. 1, 2. Синюю кладем вдоль, берем голубую. Крышка. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Оставляем. Это 11. И теперь еще 2. 1. 2. Это у нас был 8 ряд. Как считать? Вот видите, у вас такое будет ячейками вязание. Ну, типа галочка, галочка, пупырышки. Галочка, галочка, пупырышки. Вот в каждой ячейке 2 ряда. 1 ряд, 2, 1, 2, 3, 4. 8 рядов получается у нас. Либо считайте, знаете, как вот эти пупырышки не считаются, а только по галочкам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Итак, вот 8. Где у нас по 2? 9 и 10 ряд вяжутся также. 9 ряд. Сейчас. Вяжем подъем. И 2. 1. 2. Ниточку оставляем. Это у нас изнанка. Снимаем, перекидываем на изнанку. Одеваем обратно. Кладем вдоль. Берем цвет. Провязываем крышку. Вяжем 11. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Голубую переносим сюда, на изнанку. Закрываем синий. И провязываем 2. Раз. 2. И еще один ряд мы сейчас провяжем точно так же. Повторяем все то же самое. 2 синих. Сначала подъем. Раз. Синюю вдоль. Берем голубую. 11 голубых.
11 голубых. Ладно. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Голубой оставляем, берем синюю. Раз. Ой, вот. Раз. И 2. Так, теперь у нас вот что происходит дальше. Мы вяжем с вами. Еще один ряд вяжем. Так, я неправильно посмотрела. Это последний ряд такой. 1. Ну так, снимаем наперед, одеваем. Ой, сейчас. Синюю кладем вдоль, голубую берем. Вот так. Вяжем 11. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Голубую наперед, ой, наизнанку. Раз. Вот раз. И вот 2. Подтягиваем, подтягиваем. Так, и вот на этом ряду у нас уже начинается изменение. Сейчас подтянем пряжу, чтобы у нас запас был. Так, теперь мы вяжем 3, потом 4, одну пропускаем, 4 и опять 3. Давайте. Вяжем 3. Подъем. 1. Ой-ой-ой. 1. 2. Это у нас 3. Мы синюю кладем вот сюда вдоль. Голубой провязываем крышечку. Вяжем 4.
1, 2, 3, 4. Крышечку мы делаем синий. Голубую кладем вдоль. Провязываем синюю. Крышечку делаем голубой. Синий у нас идет вдоль. И дальше вяжем 4 голубой. 1, 2, 3, 4. Голубую от ним опускаем, берем синюю. 3 синие. 1, 2, 3. Вот, видите, да? И теперь у нас осталось следующее. 4 синих, 2 голубых, 3 синих, 2 голубых, 4 синих. Разворачиваем. 4 синих. Подъем. 1, 2, 3, 4. Синюю наизнанку и вдоль. Берем голубую. Крышечка. И 2 нам надо провязать. Это вдоль. 1, 2. Теперь голубую наизнанку. Синий провязываем крышечку. И теперь нам надо провязать 3 синих. Ой. Голубую кладем вдоль. И 3 синих. 1, 2, 3. Синюю наизнанку. Крышечка. Кладем вдоль. 2 голубых. 1, 2. Голубую наизнанку. И до конца синие. 4 у нас должно получиться. 1, 2, 3, 4. Голубая нам больше не нужна. Отрезаем. Ниточки оставляем маленькие, потому что мы их завяжем потом в узелочки и спрячем. Нам не надо лишнюю пряжу тратить. И теперь нам нужно один ряд провязать просто синий. И все. И квадратик у нас будет закончен. Просто подъем и вяжем синим цветом 15 раз. Кстати, знаете, что тут можно сделать? Вот чтобы их потом не думать, как убрать, куда запрятать и так далее, можно сейчас, ну вот, допустим, через одну косичку просунуть, да, вот здесь, чтобы узелок сделать небольшой такой, незаметный, просунуть,
сделать легкий узелок, положить вот так вдоль и провязать ее. И получится, вы эти ниточки вообще закроете сейчас. Их потом даже не надо будет думать, куда деть. Как вот мы с вами нитку провязывали, она просто лежит вдоль, и я ее провязываю. Видите, вот они, их не видно. Вот наши нитки, они тут провязались, и вообще ничего не видно. Ой, сейчас. Какая нитка. Вот это тянется, вот это отрезаем. Здесь также потом просто одну нитку продеваете ее там как-нибудь, да? Завязываете лучше на изнанке узелочек. Ну, еще один, если будет нужен. И потом берете и крючком вдоль. Ладно, я сейчас хожу за крючком. Просто ниточками. Ой, и крючком эти ниточки продеваете. Хотите вместе, хотите одну, потом вторую, неважно. Просто и сами смотрите, как продевать. Просто главное их по ходу движения вот вашего вязания спрятать. Спрятать, запутать, чтобы они никак у вас не развязывались, не разматывались. И потом вы все это обрезаете. Вот это вот, что мы сейчас закрывали. Вот это вот. Только смотрите, саму сумку не отрежьте. Например, как я сейчас это сделала. Вот здесь, когда мы вязали, можно было точно так же закрыть, как мы сверху делали. Я просто не стала вам показывать, потому что было бы очень сложно. Мы и нитку там туда-сюда меняли, еще вот это закрыть. Поэтому сейчас это тоже без узелка можно, просто продеваете вот так вот и закрываете. Ну и в целом все ваши кончики. Сейчас вам нужно связать 4 одинаковых квадрата. Вот у вас было 4 пряжи, точнее есть. И вы сами комбинируете, как хотите. У меня получилось вот так. Вы делаете, как вам нравится. Суть у вас должно быть 4. И сейчас начинаем с вами вывязывать дно. Вяжем дно. Для дна я взяла черный моток, буду из него вязать дно и обвязку сумки. Обычно на мастер-классы черный цвет не берут, потому что ничего не видно, но мы уже вязали с вами, да, сейчас. Вы знаете, как вязать, тут будет все то же самое, просто главное счет запомнить, да, сколько где добавить, что как. В общем, надеюсь, будет все окей. Крючок тот же самый у нас, в 2 нитки, все то же самое, как мы делали. А сейчас мы набираем 24 петли. 1, 2, 3, 23, 24. Набрали 24. Набираем одну петлю для разворота. Так же, как делали в эту косичку, не провязываем, из нее вот эта петля выходит. И вот следующая наша косичка. Точно так же, как мы начинали вязать первый ряд на квадратиках. И до конца 24 ряда мы провязываем. Все точно так же, как делали до этого. Так, 24. Теперь мы будем вязать не так, как вязали сумку до этого, да, обратно разворачиваться. Мы сейчас делаем вот здесь полукруг и пойдем в эту сторону. Нам надо, чтобы у нас овал получился.
Дно, кстати, старайтесь вязать туго и хорошо растягивайте, чтобы оно не проваливалось. Смотрите, вот у нас узелок, да, который мы завязывали. Вот перед ним дырочка, вот эта. Сейчас вот в эту дырку, в одну, мы провяжем 3 раза. Смотрите как. Первый раз мы вяжем вот. Теперь вот этот узелок наш мы просто перекидываем на эту сторону ниточку, и узелок стараемся, чтобы был над нашей ниткой, вот так. В ту же самую дырку просовываем 2, и в ту же самую дырку просовываем 3. Провязали 3 раза. Теперь у нас вот наша следующая галочка. Она прям сразу с самого верха, галочка верхняя, с этой стороны, да, вот они идут. Начинаем с нее вязать. 1, 2, 3, 4, 21, 22 и 23. 23 у нас получилось, потому что вот туда в первую галочку, которая, ну, типа 24, мы 3 раза провязывали. В общем, 23. Смотрите, вот дырочка, да? Следующая вот дырка. В нее нам нужно провязать будет сейчас тоже 3 раза. Но когда вы будете провязывать, вы закроете вот эту галочку боковую вашу следующую. Вам нужно ее сразу сейчас пометить, чтобы вы ее не потеряли. Вот ваш бок. Как бы зафиксируйте ее, поймите, где она будет. Потому что ее можно сейчас закрыть. В общем, сюда 3 раза провязываем. 1, 2. И вот видите, третий он сейчас найдет на эту галочку, нам надо ее не потерять. 3. Провязали. Теперь вот в эту галочку, в нашу. 1, 2, 3, 4, 5, 23, 24. Мы провязали 24. Вот сюда, в следующую галочку, вот в эту вот, мы провязываем 3 раза. 1, 2, 3. Провязали и вяжем в обратную сторону, вот начиная с галочки. 1, 2, 3, 24, 25, 26. 26 провязали. Дальше. Вот сюда вот, в верхнюю, мы опять провязываем 3 раза. Верхнюю петлю. 1, 2,
3. И вяжем в обратную сторону первой петли 1, ой, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25, 26 и 27. Так, на этом моменте давайте посчитаем, сколько у нас всего галочек. Нам нужно с вами, чтобы их было 60. Итак, 1, 2, 3. Ой, сейчас неудобно. Давайте по дырочкам считать. Вот сверху прям. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 41, 42, 43, 44, 6, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Короче, смотрите, нам нужны, вот видите, вот эти дырочки, да, между ячейками. У нас таких дырочек должно быть 60. Сейчас я еще раз посчитаю. Если у меня не сойдется, мы их довяжем. Просто вот здесь еще, значит, сделаем дырочки. Значит, верхнюю вот в эту штуку нам надо провязать еще 3 раза. Верхнюю 3 раза и дальше вяжем в обратную сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, пожалуйста, дай довяжу. Чуть-чуть осталось. Бу. Ну, чуть-чуть дай. Ну, пожалуйста. 9. 10. 11. 12. 'Все, Бонь, дай довязать, пожалуйста. Еще хочу погулять успеть. 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Так, нам нужно, чтобы у нас было вот здесь, вот между этими ячейками такими, 60 дырочек. Давайте посчитаем. Начинаем вот с этой ячейки, с большой, да? И в обратную сторону идем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Так, и вот это у нас 60-е получается, не косичка, а такая штука. Короче, дальше. Смотрите, у вас как бы под косичками 59 и 60-я, она вот она такая, вот эта вот кольцевая дырка такая непонятная, это будет 60-я. Итого у нас 60. Сейчас нам надо завязывать, но у нас на этом готово. Будем привязывать нашу сумку. Теперь нам нужно завязать здесь этот узел. Главное, проверьте обязательно, у вас дно должно быть 60 дырочек по краю. Узелок прячем. Вы поняли, да? Вот таких вот дырочек по бокам 60. Смотрите, у нас дно получилось такое, вот в одну сторону оно как бы вот так сгинается, а в другую вот так. Я вот этой стороной, короче, не вот этой стороной, куда оно хочет согнуться, да, а вот этой стороной его кладу и сюда буду пришивать. То есть вот это будет у меня внутри сумки находиться часть. Потому что если я вот так пришью, оно и так уже сгинается, будет вообще дугой. Но это все эксперимент, да, вы понимаете. Значит, смотрите, сейчас нам нужно пришить вот эти детали. Вот этими нижними дырочками к этим нижним дырочкам. Чтобы пришить это ровно, нам нужно отсчитать 15 дырок сейчас для начала. Примерно посередине. Допустим, это будет раз. Это сейчас условно мы делаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Надо чуть-чуть сдвинуть. Тогда сдвигаем сюда и сюда. Попробуем сейчас вот так. Сейчас я объясню, какую суть нам нужно с вами сделать. 15. Допустим, если это 15, а на обратной стороне у нас получается вот так вот. Вот это 15. Если вот по линии, да, вести. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Да, и вот 15. Мы условно сделали 15, но нам сейчас главное понять, чтобы по этим сторонам тоже осталось 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Нет, тут одна лишняя остается. Смотрим с этой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Значит, нам нужно сдвинуть вот так и вот так. Нет,
Так у нас криво. Вернем обратно. Нам надо уменьшить одну с того бока. Тогда мы уменьшим вот так. Вот эту сюда. И вот эту сюда. Сейчас я объясню систему. Нам нужно, чтобы вот тут было 15 ровно напротив друг друга. Но и так, чтобы и по этим бокам осталось 15. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Все. Тут 15, тут тоже, значит, 15, 15, 15. Вам нужно перейти к такому же. Главное выровнять вот это, но так выровнять, чтобы тут осталось по 15. А теперь мы берем черную нитку. Ну, я беру черную, потому что я черным хочу обшивать. Вы можете брать ту, которую захотите. Нам она нужна длинная. Я очень длинно не люблю шить, поэтому я чуть покороче сделаю, лучше потом завяжу. В 2 нити. Мы ее... Ой, мамочки, сейчас. Очень длинно получилось. В 2 нити мы ее делаем. И теперь, если у нас это изнанка, мы вот так изнанкой тоже кладем и пришиваем с вами изнанкой к изнанке. Вот так давайте с этой стороны сделаем. Вот изнанка, друг на другу я их положила. И теперь первая дырочка вот здесь от 15. И первая дырочка вот здесь вот. Вот они. Мы их с друг другом сшиваем. Наш узелочек этот мы потом завяжем там внутри. Давайте еще раз в эту же самую дырку. И все, в каждую тут дырочка, тут дырочка. И вот так вот до конца, 1 раз или 2 раза, сами смотрите, как вам будет красиво, сколько у вас ниток осталось, потому что нам надо и низ сшить, и бока еще сшить. В общем, я думаю, система вам понятна, да? Вы сшиваете это, потом сшиваете ту сторону и сшиваете бока также вот нашими квадратиками. Всю сумку вокруг обшиваете. И давайте тогда потом включимся. Смотрите, у вас должно получиться ровно 15. У нас тут 15 дырочек, и тут мы везде по 15 отсоединили. То есть каждая наша отсоединенная ячейка — это 15 дырочек вот этой части. Все, и на другую ячейку она у нас не заходит. Да, вот это я закончила на 15. Ой. И беру следующий цвет. Сейчас я подумаю, какой. Ну, вот это, да, допустим. И начинаю, также его изнанкой к изнанке кладу. И начинаю пришивать его. Вот у меня следующая дырочка дна. И первая дырочка с этой части. Еще раз в это же место. Я только первый и последний так делаю по 2 раза. Все, главное ничего не пропустить никуда, в лишнюю не засунуть, чтобы все у нас сошлось. И также делаем это. Ну все, вы поняли, давайте дно обшиваем, и я включу еще раз. Так, смотрите, я прошила весь низ, да? Вот он у нас, готовый низ. Теперь нам по такой же аналогии нужно прошить все бока со всех сторон. Все то же самое. У нас рисунок везде идет одинаковый. Видите, у нас ячейками, да? Ровно ячейка к ячейке с каждой стороны у нас должны сходиться. Потому что мы все вязали одинаково, каждый квадрат. Сейчас. Чтобы было аккуратненько. Тоже здесь, чтобы было красивее, лучше вот так вот ее положить и вот так сшивать. Так она лучше форму примет потом. Ну, поинтереснее будет смотреться.
Все, серединка к серединке. До конца. Ну, в общем, вы поняли, сшиваем тогда. И ручки начинаем с вами вязать. Девочки, у нас получилась просто какая-то пушка. Мне не верится вообще. Ну, то есть я ее представляла в своей голове, но в реальности... сейчас я придумаю ручки. У меня пока нет идей, но хочу короткие. Я так рада, так рада. Сейчас придумаю ручки и сниму дальше. Так, давайте делать ручку. Ручка у меня будет, ручек будет две. Первая будет вот отсюда, вот до сюда. Набираем 4 петли. 1, 2, 3, 4. В первую. Соединили. Дальше. Следующая коса. Соединили. Следующая коса. Соединили. И дальше вот она, перемычка, видите? Вот она видна. Вот вы тут соединили. Если вы правильно косы провязали в нужную, нормально косички, то у вас от узла прям вот как будто полоска, вот полоска, и они вошли в перекладинку. Видите? Вот эти две нижние полоски вот в эту перекладинку вошли. Как будто две двойные. Вот вам вот эта нижняя перекладинка нужна. И потом, когда я несколько кругов в эти перекладинки провязала, уже чтобы вот так вот не оттопыривать каждую, не париться, я вяжу в бок от перекладинки. И получается то же самое. Дальше, вот вы провязали. Следующее, вот у вас кашмала, да? Но по сути, вот видите, две двойные такие штучки. И вот если смотреть, вот полоска, они входят вот в эту перекладинку. То есть вот она перекладина. Вот 1000 раз провязывая заново и распускаете жгуты, в какой-то раз все становится ровно. Раз, раз, и вот она горизонтальная фигня. Дальше. Раз, раз, и вот перекладина. Вот, нет, раз, раз, и вот перекладина. Главное зрительно находить эти раз-разы и перекладины. Раз-раз и перекладины. И так проще, короче, видеть перекладину, когда ты можешь найти раз-раз, входящий в перекладину. Она еще двойная такая. И здесь дальше, видите, опять непонятно, что куда. Но ты видишь, раз-раз входит в перекладинку двойную. Все, значит, это она. А потом, когда я уже сколько-то провязала, и мне так задолбало оттягивать эти перекладины, я просто нахожу раз-раз входит в перекладину, но провязываю вот в этот раз крайний. И несколько кругов, когда ты так делаешь, уже легко становится. Видите, раз-раз перекладина, в раз. Опять раз-раз перекладина, в раз. И все. А потом эти разы уже оттопыриваются, и ты просто вот легко в них начинаешь фигачить. Короче, главное четко сделать снизу. Все, поняли? И так дальше уже пошел-поехал. Ой, ну дай бог, что у нас все получится. Давайте, удачи. Еще один момент хочу показать. Когда вы будете вязать, надо, чтобы у вас сверху было всего 3 перекладинки, куда провязываете. Потому что у меня изначально получалось 4, и тогда она была очень широкая. А их сейчас 3. Вот одно я провязала, вот вторая перекладинка, видите, вот третья. И все. И если 3, то у вас она, ну, с большой палец где-то получается. Потому что их будет 2, и надо, чтобы было удобно держать вот так в руке. В общем, смотрите за этим. Если у вас 4, то нужно распустить и сделать, чтобы 3. Это зависит, сколько вот тут перекладин, это зависит от того, сколько в самом низу мы вот этих ребров провязали, ребер. Сколько ребер было провязано внизу. В общем, поняли, да? Должно быть 3 вот такие перекладины. А еще, если у вас вдруг не получается эта ручка, да, по какой-то причине,
Во-первых, вы можете посмотреть видео, вбить просто в поиске ручка из трикотажной пряжи, и у вас там будут видео, как делать такую ручку, ну, от других людей, может, там будет понятней. Если и там будет непонятно ничего, то вот, вот это видео, сделайте ручку тогда, как я делаю здесь, вот таким образом. Домотайте там до ручки, она будет немного другая, но это очень легкая ручка вот в этом видео, и тогда сделайте просто ее. Все. Итак, смотрите, у нас получилось две такие ручки. По этим таким пупырышкам я их считаю. У меня тут 28 получилось, тут 28 пупырышек. Также по длине, да, все это сложили, посмотрели, чтобы все было одинаково. И сейчас будем пришивать к сумке. Здесь все достаточно у нас просто. Сейчас ниточки. Вот берем, допустим, голубую сторону, голубую ручку. Сюда ввожу крючок, достаю петлю, затягиваю все это, провязываю. Дальше в серединку сюда крючок, беру также знаете, как надо вот эту ниточку просунуть в ручки, да? И вот здесь вытащить. Ну, в общем, по-всякому здесь не суть важно, вам просто главное зацепить эту ручку. Даже еще раз, наверное. Вот так. В ручку я засунула. Вытаскиваю ее через ручку. И провязываю петельку. И еще разок можно тоже через какую-то следующую дырочку. Просто туго, хорошо зацепить ее за ручку. Еще раз так. И провязываю. Все, я думаю, хватит. Теперь вы просто берете нитку. Вот, видите? И на обратной стороне завязываете, закрепляете и просовываете вот так вот вдоль всего этого, чтобы она спряталась. Можно сделать иначе. Сейчас я покажу еще со второй стороны. У меня там маленькая ниточка осталась. Я покажу, как я там закрепляю. Вот вторая сторона. Допустим, если вам так неудобно, как я показывала, да, вы можете взять просто ниточку сейчас. Вот вы отрезаете нитку. Ее вот здесь вот, ну где-то ровно, да, там в середине, чтобы ничего не растягивалось никак. Берете, просовываете. И вот этими веревочками просто ее завязываете. Берете и одну протаскиваете с голубой стороны. Вот. Ну, вот эти две, да. Сейчас в голубую. И одну просовываете, где черная. Вот я даже сзади делаю, чтобы она спереди не торчала. В общем, сами смотрите, да, чтобы все было симметрично, красиво, ровно. Здесь, понятно, просто это все затягиваете, да, вот она, ручка красиво выглядит. С внутренней стороны завязываете. Можете еще раз вот эту нитку вытащить и через ручку продеть, да, чтобы она, ну, вот вытащить эту там, через ручку и обратно сюда еще раз завязать, чтобы она плотнее держалась. Завязываете и потом также ну, проводите. Либо сейчас их можно вытащить на переднюю сторону через дырочки обратно, завязать вот здесь вот, и они будут просто ленточками болтаться у вас спереди сумки. Ну, то есть вариантов масса, да, как прикрепить. Тогда прикрепляем эту ручку и смотрим, что у нас получилось. Все, либо еще что-нибудь сделаем.
Вот что у нас получилось. По-моему, очень круто, так же, как и всегда. Со всех сторон она абсолютно разного цвета. Кстати, если сделать квадратное дно, то это может быть просто корзинка, в которой вы будете складывать там какие-то вещи, к примеру. Ну, в общем, мы молодцы. Впереди нас ждет гора новых мастер-классов. Скоро будут зимние вещи, потому что впереди осень и зима. Не забывайте присылать мне в Инстаграм фотки тех вещей, на которые хотите мастер-класс, и подписываться. И обязательно напишите мне комментарий насчет ручки, получилась у вас она или нет. Это крайне важно, потому что я заманалась с ней. Все, пока-пока.